тебе? Да ты не бойся, Ариш. Да нос не дорос себя бояться. Сейчас он городового позову. Да что же ты? Будто забыла все. Так, чего тебе надо от меня? Слободку помнишь? Овраг, где ты землянику нашла. Ты ее еще собирала. Вот так. Ты кто? Во овраге том тело мое. Иди посмотри. Раз, два, три, 4, 5. Я тебя иду искать. Я, конечно, сделаю, что могу. Но вы бы лучше в полицию обратились. Александр Семенович, муж мой, он пошел в полицию. Но у меня все равно сердце не на месте. Да и что полиция? Разве она скажет, жив он или… И давно Егор так пропадает? Так, чтобы ночевать не пришел первый раз. Так все время гуляет, уйдет, а потом пытаю его, где был, что делал. Никогда не говорит. Память у него бедного отшибает. За ним по-хорошему все время следить надо. Это только как? Знаете, мы ведь не в хоромах живем. Александр Семенович у меня весь день в мастерской. Он механик, знатный, руки золотые. А я у купцов Сыромятниковых за хозяйством смотрю. Не с кем его оставить. Запирать жалко. И давно у Егора эти провалы в памяти? Да с детства. И не только провалы. Бывало, сидит вот тут в комнате и разговаривает с кем-то. Я заглядываю, нет никого. А последний год совсем худо стало. Он как будто перестает быть собой. А это как? Ну, так и говорит. Я, мол, не Егор Фомин, а этот… Как его? Ну, у него даже имя есть у этого другого человека. Представляете? Вы не помните? Господи, ну это же все фантазия. Ну, мелет не знамо что во время приступа. Докторам вы его показывали? Да чтоб им пусто было, докторам этим. Деньги дерут, а хоть бы один помог.
Волоком тащит. Черти. Что творишь? Видишь, какая сырость под ногами? Чего? Такую муку портите. Хозяина разоряете, аглоеды. Ты, парень, мимо проходи. Я тебе сейчас покажу, мимо проходи. Ты что, сопля, белины объелся? А ты варежку-то широко не разувай, а то муха залетит. Вот я тебе сейчас леща заделаю. Ну давай. Я по молодости таких, как ты, на раз с ног валил. Ты Фомин? Егор Фомин? Егор жив, я чувствую. Не отвечает на мои призывы, значит, точно жив. Таскался по улицам возле рынка. К людям пристал. Спасибо городовым, нашли. Егор! Мастерская целый день закрыта, по твоей милости. Потому что бегаю ищу тебя, дурака. Простите, папенька. Господи, да жив и слава богу. Да с чего бы ему не быть живым-то? Мало ли, один беспомощный, вдруг какой лихой человек. Ай, брось ты. Кому он нужен, кроме нас с тобой? Тащим его на своем горбу, надрываемся. И вот, сыновняя благодарность. Простите. Да ну тебя. Уже уходишь? Ну а как же? Кто за меня работать-то будет? А это что ли, полоумный? Ну куда ты все время ходишь? Где пропадаешь, а? Не знаю. Господи. У всех дети как дети, а у нас… Почему вы его вините? Он ведь не по своей воле это делает. Я вам благодарна, конечно, за ваше участие, но, видите, Егора уже нашли. А если он снова пропадет? Вам что, совсем не интересно, что с ним происходит и почему? Вы же меня сами просили помочь. Егор, меня зовут Анна. Можно мне с тобой поговорить? Як Платоныч, Документов при нем нет. вот полюбуйтесь, что происходит с бумагой за такой срок. А, кстати, какой здесь срок? Судя по степени разложения трупа, не меньше года. Впрочем, я думаю, не больше. Жертву не грабили, раз бумажник на месте. Вы сказали жертву? То есть вы не рассматриваете возможность смерти естественным путем? Но вы же не думаете, что он разоделся в модное пальто, спустился сюда во враг по грибы и скончался от сердечного приступа? А после этого еще и закидал сам себя сверху ветками? Да, это резонно. А как ты сам считаешь, что с тобой происходит? Болезнь. Какая? Душевная. Ну, то есть ты душевно больной. Отец меня по врачам водит. Они все так говорят. Вот я знаю человека, он считает себя курицей. Нет, правда, вот так по улицам ходит, кудахчет. А еще бывает, на корзину с яйцами сядет и сидит, высиживает. Ты же не считаешь себя курицей? Нет. Но у меня другое бывает. Что у тебя бывает? Так, ты не больной. Просто у тебя есть особенности. И это не значит, что они плохие. Нам с тобой понять нужно, что это такое. Я как будто дом. И в меня кто-то пытается войти снаружи. Я держу дверь, а он ломится. Мгм. А иногда сил не хватает, и тогда он входит. А ты его знаешь? Кто он? Нет, я ничего не помню. А что, если тебе попробовать не держать дверь, а просто впустить его в себя? Посмотрим, что будет. Но ты не бойся, если что-то пойдет не так, или ты что-то плохое будешь делать, я тебя остановлю.
Дорого стало на ярмарке в Нижнем. Торговое место дороже самого товара. А дорога туда-обратно. А накладные расходы. Овчинка выделки не стоит. Вы кто? Арина Михайловна, вы узнали покойного? Нет, я его не знала. А убиваетесь как по близкому человеку? Я просто испугалась. Вы сказали, что какой-то мальчик указал вам на это место. А что за мальчик? Не знаю, ходит за мной по пятам. Какой-то странный мальчик. Иногда пытается заговорить. Говорит тоже странно. То есть незнакомый странный мальчик велел вам прийти сюда во враг, и вы покорно пошли? Да, я понимаю, что это глупо, но мне показалось, я должна это увидеть. Почему же вам так показалось? Что он сказал? Сказал, что там его тело. Его тело? Что он имел в виду? Я не знаю. Хорошо, вы идите домой, а позже я с вами поговорю. Проводи свидетельницу домой. Да, и если увидишь по дороге домой или возле ее дома мальчика, который будет наблюдать за вами или пытаться заговорить, задержи его и ко мне. Слушаюсь. Яков Платоныч, вот, лежала у него в кармане. Жаль, позолота сошла. Разобрать ничего невозможно. На ярмарке в Москве я свою партию попридержал. Мне стало известно от Харитоненко, что товар из Воронежа не успеет прийти. И вот, когда все остались ни с чем, я начал продавать свой сахар. Почти 1000 рублей сверху получил. Так вы купец. Ну все, хватит. Я, конечно, просила вас помочь, но ведь вы не помогаете, вы только хуже делаете. Вы не видите, что он бредит. А вы вместо того, чтобы остановить его, слушаете и поддакиваете. Егор, сынок, очнись. Ну какой купец, какой сахар? Дамочка, вы чего? Послушайте, как я могу ему помочь, если я его даже не выслушаю? Не нужна нам такая помощь. Прошу вас уйти. Яков Платоныч, вам письмо посыльный принес. Дорогой Якоб, надеюсь, несмотря на наши разногласия, тебя обрадует известие о том, что я теперь тоже жительница этого благословенного города. Твоя преданность ему так впечатлила меня, что я тоже решила сюда перебраться. А если всерьез, то я и спросила при дворе отпуск, чтобы поправить нервы на ваших знаменитых затонских водах. Остановилась в гостиницу. Буду рад в любое время. Твоя Н. Доктор сказал, что нашему убитому было от 40 до 60 лет. Я решил поднять архивы и проверить всех пропавших в прошлом году. Вы учтите, что кроме возраста он еще и при деньгах был, судя по костюму. В таком случае один московский артист, Андроник Сапфиров, год назад они приезжали с гастролями в Затонск. Представление, надо сказать, было прескверное. Вот. Но Андроник пропал после этого и в Москву не вернулся. Поговаривают, что он бегает от кредиторов, но
кто знает. Думаете, такая медаль могла быть у артиста? Такая медаль могла быть у кого угодно. Это ведь не государственная награда, это так, безделушка. Нам в гимназии такие давали. Я получал часто за особые успехи. Вряд ли зрелый мужчина будет носить с собой гимназические награды. За какие другие заслуги могли наградить такой медалью? Первое место на какой-нибудь выставке. Ну, на выставке молочных поросят. Шутник вы, Антон Андреевич. А благотворительность. В вашем списке есть кто-нибудь, кто занимался благотворительностью? Разве что один купец, Епифанов, пропал прошлым летом до вашего приезда. Его жена и дочь сразу обратились в полицию, но никаких успехов в поиске не принесли. Вызывайте их на опознание. Жена умерла год назад. Ну так дочь пригласите. Осторожней, захлебнется ведь! Как доктор сказал, так я и делаю. Не надо! Я не сумасшедший! Я тебе... Я виновата. Привела сюда барышню, она его и накрутила. Ты, мол, не душевно больной, особенный. Какая еще барышня? Анной зовут. Она вроде как с духами разговаривает. Этого нам еще не хватало. Господи, да я так напугалась. Кому угодно была готова бежать. Вы еще денег ей дала? Нет, денег она не просила. Вроде как всерьез нам это верит. Еще раз появится, на порог не пускай. Удивительно мне, кого ты в дом тащишь. Иди к себе, особенный. Да, это он. Его одежда. Это он. Нам нужно будет соблюсти некоторые формальности, но для этого нужно проехать в управление. Хладнокровная особа. И, похоже, она совсем не убита горем. Антон Андреевич составит протокол опознания, вы ознакомитесь и подпишите. Я не могу представить, кто мог убить батюшку. У него не было врагов. Бывает, некоторые наживаются и ничем не брезгуют, но он таким не был. Его все уважали. А в семье? Я Бога каждый день благодарила за такого батюшку. С матушкой не все было хорошо. Тело вашего отца было найдено в Слободке на окраине города. Как он там мог оказаться? Я не знаю. Ну, может, знакомые ваши какие там проживали? Знать не знаю таких знакомых. А как нашли тело батюшки? Кто? А среди ваших знакомых нет ли подростка, ну, со странными манерами? Откуда был у меня в знакомых подросток? Ну, мальчик лет 12-14, возможно, работал на вашего отца незадолго до гибели. Посыльный, разнорабочий, как вы? Не припомню такого. Так вы мне не сказали, кто нашел батюшку. Узнайте в свой черед. Надежда Кирилловна, будьте любезны, подпишите протокол. Ознакомьтесь и подпишите, если нет никаких возражений. Так я же дочь его. Почему вы мне не хотите сказать? В интересах следствия. Да, кстати, София Сина приглашает нас к себе на именины. Ты как, друг мой, сможешь вырваться на несколько дней?
Филимонова-то? Да с удовольствием. Прекрасно. А можно я не поеду? Анна, ну, пожалуйста. Анна, а что такого? Я же не одна остаюсь, а с дядей. Он присмотрит за мной. Если вы с дядей останетесь вдвоем, вы превратите наш дом в спиритический салон. А если Петр Иванович останется в одиночестве, он превратит наш дом в казино. Признайся, ты не хочешь ехать в Филимоново, потому что стыдишься той шалости. Ну, не стыдись, фантазерка. Вовсе нет. Почему эта девочка, интересно, должна стыдиться? Это ведь вы выставили ее лгуньей. Я не сказала лгунья. Я сказала фантазерка. И потом, что я должна была сказать, когда Анечка уверяла все Филимонову, что он разговаривал с умершей бабушкой? Так бы то ни было. Но пропавшее ожерелье мадам Весниной она нашла именно благодаря указаниям умершей бабушки. Насколько я помню, это было первое проявление ее дара. Дара? Да. У Анечки только один был дар в детстве. Стоит неловкое положение ее мать. Может, поговорим о чем-нибудь другом? Но если ни у кого нет темы для разговора. Пап, а вам что-нибудь известно об убийстве купца? Прекрасно. Удачная тема для разговора. Анюта, тело купца Епифанова найдено только вчера. А ты уже по своему обыкновению ведешь следствие. И какое там следствие? Я просто вот от Прасковьи слышала. Ну так купец Епифанов пропал около года назад. Тело его найдено было во враге возле Слободки. Опознание уже проведено. Нет, это невозможно. Любопытно все-таки, как такой респектабельный господин мог оказаться во враге. Да, и что он вообще делал на окраине города? Может быть, его убили в другом месте, а потом спрятали в этом овраге? Вариантов много. Могли и в речку бросить. Это было бы и проще. Вот что, Антон Андреевич, вы прогуляйтесь в Слободку, опросите жителей. Может, кто расскажет про этого Епифанова. Думаете, кто-то помнит? Год прошел. Ну, если у Епифанова был там интерес в этих краях, и он регулярно туда наведывался, кто-нибудь да вспомнит. Согласен. Хорошо. Прошу всех, кого смогу. Анна Викторовна, я… Добрый день. Позвольте. Спасибо. Я знаю, что вы расследуете дело об убийстве купца Епифанова. Так вот, я познакомилась с подростком, который периодически считает себя этим человеком. Причем такие вещи говорит, которые только сам Епифанов мог знать. Не тот ли это мальчик, о котором рассказывала свидетельница? Возможно. А как его зовут? Егор Фомин. Вот что, Антон Андреевич, вызовите сегодня на очную ставку этого Егора и… Арину. Да. Арина? А кто это? Яков Платонович, добрый день. Ну, полноте, Яков Платонович. Ну, не пора ли нам уже забыть это недоразумение и дело прошлое? Если вы имеете в виду дуэль, то дело действительно конченое. Здесь и говорить не о чем. Позвольте в таком случае, в знак полного и окончательного примирения, пожать вашу руку. Яра, мы же в одном городе живем. Не странно ли нам уже не замечать друг друга? Буду ждать вас во всякое время. Благодарю, но знаете… Я знаю. Вы очень заняты. И тем не менее, заходите запросто. Я принимаю по четвергам. Понимаете, собирается небольшое общество, все свои. Кстати, бывает и ваш полицмейстер. Так что
Заходите. Большой сундук в этот угол. Чемоданы и коробки в спальню. Яков, Здравствуй. День добрый, Нина Аркадьевна. Вот мои покои. Всего 2 комнаты. Но мне больше и не нужно. Я подумала, что в гостинице будет лучше всего. Дом мне пока не по карману, а селиться на квартире как-то вульгарно. Ну что ты такой серьезный? Ты не рад, что я поживу с тобой в твоем городе? А напротив, пришел поинтересоваться, не нужно ли чего? Не беспокоит ли кто? Ой, это очень приятно, что нас полиция интересуется, как устроились гости города. Благодарю, не жалуюсь. А ты знаешь, впрочем, за мной кто-то ходит. 2 каких-то господина следуют попеременно за мной по улицам. И одного из них я видела в Петербурге, в твоем обществе. Странно. Мои знакомые здесь, в Затонске. Я разберусь. Будь любезен. Надолго ли к нам? Пока на полгода. Дальше посмотрим. Жизнь при дворе так вредна для здоровья. Истощает нервы. А ты не пил местные воды? Да нет, как-то пока в голову не приходило. Напрасно. Их целебные свойства известны по всей России. Ну что ж, отдыхайте, не буду задерживать. Позвольте откланяться. Ну к чему этот официальный тон? Мы же теперь соседи. Город маленький. Давай будем дружить. Удивительно, но сегодня я уже слышал эти слова. Всего доброго. По чашечке кофе? Спасибо, дела. До скорого. Да, припоминаю, да. Я получил ее от комитета дам благотворительниц. Я снял помещение для вечера в пользу сирот и взял на себя кое-какие мелкие расходы. В сущности, пустяки. Не о чем говорить. Да замолчи ты, шут гороховый! Господа, это болезнь его говорит, это не он сам. По крайней мере, он неплохо вжился в роль. Значит, вы отрицаете какие-либо отношения с господином Епифановым? мы от Егора впервые это имя услышали. У вас ведь мастерская, а Епифанов много торговал, и лесопилка у него была. Уверены, что у вас не было с ним никаких дел? Конечно. Я еще способен помнить своих заказчиков. Егор вам помогает? Да какой из него помощник? Вы посмотрите на него, ваше благородие. Я понимаю, что это ваш долг все выяснить. Но, право, вы потратите мое время. Я никогда не был знаком с этими людьми. С этими людьми. Значит, такое поведение не свойственно вашему сыну? Да приступ у него. Были бы мы дома, я бы его сейчас в воду окунул, и все бы прошло. Все бы прошло? Вы хотите прямо здесь? Ну, почему же нет? Госпожа Сурина, прошу вас зайти. Пошли. А Егора ждать не будем? Некогда мне. Сам придет. Здравствуйте. Ну, как все прошло? Вы, барышня, не лезли бы в наши дела. Уж извините. Да, родители хамы. Мальчишку жалко. Да, это тот самый мальчик, который показал мне, где лежит тело.
Это правда, Егор? Не помню. А откуда же ты узнал, что тело находится во овраге? Не знаю. А почему же ты решил обратиться к Карине Михайловне? Не знаю. Как ты познакомился с этой женщиной? Нельзя сказать, чтобы он со мной познакомился. Просто время от времени я вижу его возле своего дома. А иногда он ходит за мной по пятам по улицам. Это правда, Егор? Раньше он был поразговорчивее. У мальчишки раздвоение личности? Что-то в этом роде? Кажется. Как он себя назвал? Кириллом Артемьевичем? Забыл представиться. Сурин Евгений Владимирович. Ну, что там? Пойдем домой скорее. Ты как? Твои родители ушли, я тебя провожу домой. Только подожди меня минутку, мне нужно с господином Штольманом переговорить. Да? Что Егор был знаком с Епифановым, я практически уверен. Только как его разговорить? Яков Платонович, ну вот вы человек здравомыслящий. Но неужели вы будете строить ваше следствие на показаниях Егора, а? Но вы же видели его блуждающий взгляд, как быстро он переходит в состояние возбуждения к апатии. Уверяю вас, это не спектакль. Это болезнь. Это серьезная душевная болезнь. Плохо. Егор необходим нам как свидетель. Возможно, он был свидетелем убийства. Иначе как бы он нашел тело? Я вполне допускаю это. Возможно, и был свидетелем убийства. Знаете, сцена убийства настолько его потрясла, что он просто-напросто мог обо всем забыть. Знаете, наш мозг, защищаясь, вытесняет пережитые ужасы. Ну, вспомните, как он ушел в себя, когда вы спросили его о найденном теле. Ну, может быть, можно как-то вернуть память мальчику? Ну, можно попробовать гипноз, но Да. где гарантия, что к нему вернулась память, а? А может быть, это все его фантазия. Знаете ли, в такой серьезной душевной надломленности очень трудно отличить, где фантазия, а где реалии. И, уверяю вас, следствие может пойти не в ту сторону. Доктор, но ведь он же абсолютно здоров. Он просто… Простите. Я правильно понимаю, что вы хотите сказать мне и Якову Платоновичу, что здоровый подросток будет считать себя покойным купцом Епифановым? У Анны Викторовны всегда свои теории, так что я догадываюсь, что сейчас она скажет, что дух Епифанова вселился в подростка. Не хотите верить? Ну не верьте. Как тебя вообще угораздило пойти в тот овраг? Мальчик сказал, что там тело. Что я должна была делать? Отправила в полицию. Ну, а если бы они там ничего не нашли? Я выглядела дурой. Это просто опасно. Ходить одной в безлюдное место. Тебя туда отправил сумасшедший. Кто знает, что было у него в голове. Ну ладно, теперь пойдем. Егор, почему ты действительно за Ариной ходишь? Не знаю, тянет. Бывает, остановлюсь, он приходит. И ничего не помню. И вижу, что стою около ее дома.
А может быть, она Епифанову нравилась? Или она тебе нравится? Я не знаю. Ясно. Ладно, давай еще раз попробуем. Ты снова перестанешь держать дверь и впустишь его в себя. Только я на этот раз не буду разговаривать с ним. Я просто посмотрю со стороны. Да? Вот так. То была надежда, что батюшка вернется. Теперь все. Надеяться больше не на что. Приветствую, почтенное собрание. Прасковья Федоровна, здравствуйте. Как поживаете? Евдокия Сергеевна, мое почтение. Наденька. Мальчик, тебе чего? Какой я тебе мальчик, дочь? Пьешь тут без меня, что ли? Я? Ты кто? Не признаешь? Забыла? Так я и думал. Я вот и пришел проведать, вправду ли ты меня оплакиваешь, Надежда, или все притворство одно? Ты кто такой? Убирайся. Ну, полегче. В моем доме живешь. Мой капитал проедаешь. Все тут мое. А ты не злобствуй. Просто постарайся понять. Твоя мать болела, я ее жалел. Но я ведь вовсе не стар еще был. Всякому ласки хочется. Простите, Бога ради, простите, братишка мой. Он у нас просто с помутнениями. Как вы вошли? Кто вы такие? Мы все, уходим. Он ведь не со зла. Я городового позову! Простите, правда, мы уходим, уходим. Кирилл Артемьевич, я же вас зову. Почему же вы ко мне не являетесь? Мне так удобней. Вот он я, чего вам еще? А дочь ваша, она зла на вас? Почему, Кирилл Артемьевич? Даже не пытайтесь, барышня. Все равно не скажу. Дело это давнее, да к тому же наше, семейное. Чему вам знать? Боже, Егор, все. Как ты? Нормально. Ну что? Ну, по крайней мере, мы выяснили, что Епифанов домой ходит, а не Карине Сориной. Ну, то есть получается, что Карине ты сам ходишь. Ну что, ладно. Дальше сам. Тебе же здесь недалеко. Я просто не хочу твоих родителей своим появлением смущать. Рассердится. Да.
Егор, иди сюда. Ну не бойся, не съем тебя. Что ты все ходишь вокруг? Давай поговорим. Давай? Я сейчас выйду, прогуляемся с тобой, да? Ну, пошли. Куда пойдем? Пошли туда. Ну что, и давно ты за мной ходишь? А чего уши такие красные? Видимо, давно. Ты чего такой пугливый? Когда ко мне в тот раз подходил, совсем другой был. Взрослый. Я ничего не помню. Не помнишь, что делаешь, когда на тебя это находит? Совсем не помню. А если я попрошу тебя, ты постараешься вспомнить? Да я для вас все что угодно сделаю. Но это не смогу. Не получится. А ты правда считаешь, что ты Епифанов? Сейчас нет. Но иногда он приходит. Я понимаю, вы можете мне не поверить, но это правда. Нет, я тебе верю. Но все же ты совсем ничего не помнишь о нем? Нет, ничего. Но Анна мне пересказывает, что я говорю, когда я Епифанов. А про то, как он умер, тебе что-нибудь известно? Тоже ничего. Но Анна мне говорит, что я могу стать нормальным и все вспомнить. А Епифанов приходит только в присутствии этой девушки? Когда как. А хочешь, мы будем с тобой встречаться? Будем с тобой по парку гулять. А если Епифанов захочет с нами вместе прогуляться, то ты не сопротивляйся. Мне поговорить с ним нужно, ты понимаешь? Да. Я для вас все сделаю. Ну, вот и хорошо. Я дам тебе знать, когда мы увидимся в следующий раз. Вы что же думаете, что у меня на дому притон был какой? Ну что вы, мы ничего такого не думаем. Но соседи говорили, что некий солидный господин захаживал к вашей жилице. Господь с вами. Да если бы я узнала, я бы выселила ее тут же. Да полно вам. В одном доме и не видели. Я вам устал повторять. Вас никто ни в чем не обвиняет. Нас интересует исключительно ваша бывшая жилица. Да, был грех. Солидный господин хорошие деньги дал, чтобы я поселила полюбовницу его. Угу. Купец Епифанов. Так? Он самый. А ее звали Арина, верно? Ну да. Давно она от вас съехала? Да год уже прошел. Помолвлена или замужем она была? Вроде одинокая была. Дорога к вашему дому проходит через овраг. И как же он к вам приезжал? Так он экипаж на той стороне оставлял, а сам мимо оврага, пешочком.